ты иди сюда. Ты самый толстый и так уже вырос как до неба. Пускай те двое попьют. Давай. А вы там что? Одну поделить не можете на двоих. Уже тебя надо контролировать, чтобы ты не ожирел. О, у второго хвост отпал. А у третьего еще висит закорючка. Два с бубонами уже. С такими. Нету белых палочек, да? Всем привет! Вы на канале Черничный хутор, где семья живет в лесу и снимает об этом видео. Сегодня, мне кажется, я получу леща. Кто хочет увидеть? Идите травку кушать. Как начали выпускать на траву, то и сено меньше начали кушать они. Белка самая хитрая. Идет в сторону погреба. Не Гриша с Шанелькой идут в сторону коры, думают, свиньи что-то не доели. Там картошка недоезженная. А белка думает, так, белка, ну давай капусту дам тебе сначала, да? Пошли капусту дам. Ты же самая умная коза, да? Тебе целую капусту дам, целую, хорошо? Белочка, сейчас, подожди. Вот любят они целые ковчены грызть. По листочку им не нравится, просто на землю кидают и портится. А вот и лещ какой диво получит. У нас есть свежая речная рыба. Сейчас будем чистить. Самую мелкую для печки, самую крупную для автоклава. Как-то Юра угощал тушенкой из леща. И я удивился, я не поверил, что это лещ, потому что, лещ сухая костлявая рыба. А в автоклаве вот этот даже самый центральный хребет становится мягким и можно его кушать. А уже про эти мелкие косточки уже можно не говорить. Так, это уже крупненький. Тут рыбы килограмм 10. Иначе чистки на часик. Я когда-то стоял в очереди, помню, перед бочкой, покупал карпа. А передо мной стояла одна женщина, говорит, дайте зеркального. Вторая, говорит, тоже дайте зеркального. Я еще так удивился, то есть, и спрашиваю, почему вот у продавщицы, почему именно зеркального? Говорит, да, они, говорит, живут в квартирах, чтобы чешуи, говорит, меньше было. Поэтому
Я этот случай часто вспоминаю, когда на улице, на природе чистишь. Где-то чешуя, шелуха пойдет, все-таки не на линолеум, не на паркет. Упадет эту чешую, съедят курочки, будет яйцо. Голову кинул на землю, съедят свинки, будет мясцо. Все-таки в частном доме жить лучше в 100 раз. В печку возьмем, с головами будем сушить. А в автоклав головы не надо, поэтому кидаем на пол. Для котиков и свинок. Вот такая вот выварка получилась для автоклава и для печки. Боязливые маленькие солидольчики. Пусть стекет. Будем сушить вот в этой хлебной камере, а в русскую печку будем сушить летом рыбу. А тут заодно и натопим помещение и дом. А кто вы всю капусту уже съели? Опять ждете? Дать еще? Тихо, Белочка. Тихо, девочка. Хватит с вас. Закатывать сегодня будем металлические банки. Уже печка стала теплой, можно нашу рыбу в печку засунуть. Только специями осталось ее посыпать. Перчика. Специй настоящих, натуральных. Куркумы. Соли немного, 2 ложки хватит.
Рецепт называется рыба на соломе. Но у нас соломы нет, поэтому будет у нас лещ на сене. И чтобы она и не жарилась, и не сварилась, не будем закрывать, а вот так вот на сантиметр, чтобы выходила влага или излишний жар. Все, утром должна быть готова рыба. Ну, килограмм 5 получилось таких кусочков рыбки красивых. Давайте нашу рыбку сразу посолим заранее. Перчика. Сегодня будем просто рыбу, без никаких добавок. Ни лук, ни морковку, ни горох. Просто вот хочется рыбку. Единственное, что мы добавим туда, чтобы она была жирнее, это подсолнечное масло. Так, и что? Можно по банкам раскладывать? Нет. Нельзя, потому что в жестяные банки желательно, чтобы вот наполнились теплым. То есть надо вот это подогреть до градусов 50-60. Ну, так 50 градусов, потому что их потом разопрет. Вообще за все время, что мы пользуемся автокладом домашний стандарт, мы не испортили ни одной банки тушенки. Потому что, как бы знаем, нас Юра когда-то научил, инструкцию мы слабо читали, но все равно это знали. Но вот позавчера мы его забрали в автоклав, давали пчеловоду. Пчеловод делал 3 закладки. И первую закладку у него 3 банки взорвалось, стеклянные. А почему? Потому что он делал мясо и туда добавил ледяное сало с морозиловки. И получается, автоклав домашний стандарт, он как термос, он быстро греет, а сало там было еще замороженное, ледяное, и температура не совпала. А у нас такого ни разу не было. То есть, если в обычную стеклянную банку, просто надо положить хотя бы комнатной температуры продукцию. А в такую банку то надо подогреть немножко. Конечно, процентов 90 все равно будет нормально. Но мы никогда не рискуем, поэтому у нас ни разу не было брака, ни разу. Поэтому сейчас на газу ее немножко подогреем. Немножко, чтобы даже пальцу не было жарко и горячо. Тихонечко, буквально чуть-чуть. Пока у нас греется рыба до 50 градусов, наливаем 4 литра воды. В электрический автоклав 4 литра воды, а тот, что на газу, литр. Это для того, чтобы скрыть тену. Для закатки в жестяные банки у нас есть такой аппарат. Тоже приобрели его в домашнем стандарте. Все, тепленькое. Пошли накладывать в банки. Начинаем. Очень все легко. Сначала единичкой покрутил раз 10, потом двоечкой раз 10. И банка закаталась. Мне уже интересно даже сколько получится этих баночек сюда.
все эти косточки должны втушиться. Чуть-чуть этой юшечки добавим. Надо быстро все делать, чтобы оно не остыло. И немножко подсолнечного масла. Сначала единичкой, оп. Теперь двоечкой. Все плотно, красиво. У тебя тут завод. Да. Поделимся со всеми. Все любят нашу тушенку. Даже бобровая. Кому не предложу, хотите тушенки с бобра? Все, хотим попробовать. Вся разошлась уже почти. А нашу рыбью любит папа с мамой. И в банках этих хорошо дарить. Все как по заводу, никто не брезгует, не побьется, не испортится. Часто мы снимаем ролики, как готовим в автоклаве. И поэтому много вопросов у нас. Вот, например, вчера в Инстаграм написал парень, говорит, я не могу заказать автоклав в Беларусь. Да, к сожалению, именно электрические модели продаются только по всей России. А вот которые на газ, то они высылают за рубеж. Не знаю, с чем это связано. Все ссылки, касающиеся автоклава «Домашний стандарт», я закреплю в комментариях. Там и Одноклассники, и ВКонтакте. Задавайте им вопросы. По покупке, по доставке, как пользоваться правильно. Сейчас, например, при покупке автоклава действует акция, дарят 2 упаковки крышек в подарок. Все, последнее. Можно включать. Они еще у нас такие тепленькие, потому что мы тепленькую рыбу ложили. Ну что, закатываем. И вообще, очень долго мы уже этим автоклавом пользуемся. Давали теще несколько раз. Пчеловод брал несколько раз. Все нормально, как видите, работает. И никаких нюансов нет. Немножко маслица для датчика температурного. Клапан работает, значит все будет безопасно. Включаем. Установлен на 120 градусов, ставим на 60 минут. Окей, пуск. Пошло. Сейчас там 21 градус. Все к погребу пошли. У меня такое есть, такое вкусное. Вы не представляете, вот такое вот. Пошли. Сейчас он достанет. Гарбуза будете? Пошли, разобью.
Почти закипает уже. Текущая температура 119, а установлена 120. Остался 1 градус. Зинка, отдай! Самая хитрая, все забрала. Нате капусту с горбуза не уберегли, держи. Зинка всех обманула. Даже детей своих кусает. Утащила самый большой кусок, да? Утки. 5 дней из сарая не выходили, боялись. Тут вышли под вечер. Не бойтесь никого, тут все свои, никто вас не обидит. Утя. Утка, не бойтесь, не бойтесь, тут вас никто не обидит. На. Нате, будете кушать? На. Утя. Это я вам даю, я ваш хозяин, кормлю вас, да. Кушайте. Кушайте, не бойтесь. И перестала кипеть. Теперь просто подождать 60 минут, и рыба приготовится. Температуру нагнала. Индюшки уток не бьют. Все, автоклав выключился. Но открывать не будем торопиться. Пускай остывает сам. Утром выключим. Утром достанем все. А рыба к этому моменту так немножко подсохла. Иди, Булька. Пошли гулять, пошли. Да пошли с нами. Вот Дик с Булькой всегда идут гулять, а Найда никогда, она остается хозяйство охранять. Может, это и хорошо. Пошли, Найда, ну пошли гулять. Ну идем, пошли. Без нас же ходишь, пошли. Пошли. А вот метров 500 отсюда 2 журавля уже прилетело. И 1, 2, 3. А, вот журавли взлетели. А косули вот в кучу сбиваются. Но
Дик с Булькой, они за ними особо не гоняются. Раз, два, три, четыре, 5 косуль вижу. Может там больше. Доброе утро. А рыба-то у нас, наверное, уже готова. Да. Высохла наша рыбка. Сейчас бы пивка нулевки. Но нету. Обожаю этот рецепт. Не соленая вообще. На еще. А вот, не заглядывай ты на большие куски, на маленький. Уже не пропадете. Уже если кроме молока что-то начали кушать, то втроем уже будете сейчас расти, набирать вес. Это? Да. Что, сегодня откроем сезон посадки помидоров или только перцев? Перцев, да? Да, только. Очень большой плюс, когда стеклянная огромная дверь. Тогда, видите, когда чистишь печку, ведро вставляешь вверх, и пыли, не пыли, видите, сюда пыль вообще не идет. А когда вот такая маленькая дверка, то ведро стоит здесь, и пыль идет, садится на люстры, на мебель. Хороший февраль. Цветы не надо, тыкву не надо, томаты не надо. У меня блесен меньше, чем у тебя. Чем у меня цветов, да? Ну. Что, будем садить? Сейчас поедем за землей. Да. А, вот на грунтовые ямы? Да. Печку сейчас топим раз в 2 дня.
Сейчас на улице только по ночам минус, а днем плюс 5. Нам хватает. Но мы заранее приносим дрова, чтобы они прогрелись, они тогда лучше потом горят. У тебя что, земли сколько? Видишь, какая она легкая. А должна быть тяжелая земля. Чуть-чуть добавим тяжелое, будет само то. 50 на 50. Кто смотрел нас с самого начала, то помните, когда мы купили этот хутор, тут все было в кротовых ямах, тут их было так много, а сейчас у нас не кроты, а свиньи только все порыли. А кроты, из-за того, что есть коты, собаки, перешли на участок пчеловода. Поэтому пойдем к нему за землей. Ой, сколько тут. Какой-то крот-гигант копал. Ну это уже такая плотная земля. А в ней нельзя просто садить сразу в нее? Но она сильно тяжелая. Не взойдет? Она взойдет, но потом она собьется в комок такой. Я всегда делаю 50 на 50. Ага. От пчеловода землю носим. Он предъявит потом, видео увидит, да? Но. Ну покажем на видео одно, и принесем 5, да? Да, да. Теперь одновременно будет она в меру легкая и влага будет держаться в земле, да? Да, да. Сейчас, Димка, эту землю занесешь в печки, потому что она холодная. А, чтоб прогрелась? Да. А давай, пока она будет греться, пообедаем ей. Давай. У нас здесь супер тушенка. Давай, давай. Ну, здесь очень горячо. Ну ты уже балдеешь или еще нет? Да, балдею. Вот быстрее бы первая рыбалка на половочную удочку, я бы тоже балдел бы. И я бы балдела бы. Слушай, так у тебя много балделок вообще в этой жизни, больше, чем у меня получается. Да. Как всегда, без брака. Все баночки ровные, никакие не растопыренные. Ну что, пошли 2 штучки съедим. Семена всегда сажаю из свежих овощей. Только свежих. И, кстати, многие уже попробовали по твоей технологии, и все довольны. Да. И главное, что он вырастет точно такого же цвета, такого же размера. А вот с такой упаковочки тоже неизвестно, что... Могут и не взойти. А если взойти, то не то, что на рисунке нарисовано. Ну да. Сейчас рыбу эту съедим с упаковкой от семян.
еще не успела застынуть за ночь. Оп. Наша рыба. Вот смотрите. Видите кость, да? Полностью не съедается. И по вкусу этот лещ вообще не хуже скумбрии. Супер получилось, просто супер. Валентина, бери вилку, не знаю, как на это ты можешь смотреть вообще. Иду. Мне кажется, я увлекся и лаврушечку съел. Кажется, что перчик не глотнул. Тоже полезно. Буду садить по 2 штучки, чтобы если один не взойдет, лучше выкинуть один. Запасной. Запасной, да. Женщина, посмотри на меня. Я надеюсь, они будут стоять не на моей террасе. Откуда ты все знаешь? Все-таки индюка оставим жить. Ой, да, он согласен. А потому что он защищает кур и петухов от коршуна. Когда такая большая огромная птица с ними ходит, то коршун не подлетает. И они это понимают. Да, они с ним вместе пасутся, вот сторож такой. У нас в курятнике до сих пор корыто для зерна для овец висело. Снял, пошли перевесим в другое место. Как только на нашем гектаре поднимется трава, то уже будем закрывать их, наших животных, в электропастухе. Под навесом поставим эти две бочки зерна. Это как раз влезет сюда 8 мешков. И будем уже их здесь кормить.
корыто для зерна и лизунца. Чем пониже, чтобы маленькие ягнята могли тоже покушать. Соль, лизунец. Пускай потихоньку привыкают, что здесь кормушка ихняя. Дождь полил полдня и сразу же полсажалки растаяло. Льда нету. И в пруду есть у нас и плотва, и красноперка. Но вот хлеб кидаем, кушает только когда солнце выходит. Когда солнца нет, она не кушает.